Ну привет, народ. Все-таки мы как-то прожили эту неделю долгожданную, мучительную. И вот нас встречает новый выпуск шоу Мозгона, в котором участвует наша любимая Дианочка Анкудинова. Смотреть мы, конечно же, будем сегодня исключительно ее. И на этот раз ей досталась песня популярных исполнительниц в наше время, российских, двух Маш. Так эта группа называется, две Маши. Песня «Мама, я танцую» из категории, наверное, самой рискованной из всех, что есть. Категория «Новая музыка». И у меня предчувствие, что это будет непросто даже для Дианы. Но при этом на это будет интересно посмотреть. Давайте же не будем томиться в ожидании и, наконец, послушаем ее. Вперед! Ну что, народ, не будем оттягивать. Сразу в бой будем слушать Дианку и наслаждаться зрелищем. Давайте. Раз, два, три. Ого! Восточных мотивов я не ожидал от этой песни. Смотрите, там какие-то сатиры, козлы, что? Фэнтези, мифология. Музыка в углу, где плакала. Я с тобой везде, неизменно пусть. Диана невероятно красивая девушка. И в разных образах она удивляет и очаровывает нас совершенно по-разному. Также и здесь этот образ просто превосходен. Роскошное позолоченное платье, по-королевски уложенные волосы, которые украшает сверкающая диадема. И, как всегда, на сцене полная доминация зрителя уверенной походкой и движениями. Диана не то восточная царица, не то греческая богиня. Я даже не знаю, что из этого выбрать. Будут танцы здесь, не пускаем грусть. Пусть поется пляс и формат светит. Музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню пой. Я вам скажу, материал специфический и на полном серьезе гораздо более сложный, нежели песня Элвиса. В этом, кстати, и сама Диана признавалась. Потому что одно дело сделать из шедевра еще больше шедевр, с другой постараться добиться того же эффекта с менее подходящим материалом. Тут нужен особый прям-таки подход. Давайте, присоединяйтесь к нам. Ограничение рамок, в которых ты действуешь, это как цензура. Иногда она берет лишнего и лишает тебя возможности показать что-то нестандартное. Возможно, это нестандартное по итогу окажется полной хренью и справедливо будет разгромлено критиками. Но в то же самое время это эксперимент. А без экспериментов не получится создать ничего нового. Не получится шедевров. И результат твоих действий ты не узнаешь до тех пор, пока не попробуешь. Я не в формате по ящику я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. И эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взять не быстро, но какой точный. 100 выбиваем прочно. Пусть поется пляс и формат светит. Музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Моя главная мысль в том, что искусственные ограничения действительно идут в минус, лишая человека сильных сторон. Но порой они, наоборот, способствуют высвобождению твоих внутренних резервов, в чем бы это ни проявлялось. Вот как быстрее научиться поднимать 100-килограммовый вес? Как быстрее научиться пробегать 10 километров, не уставая? Ну, например, во время тренировок нацепить на себя
утяжелители. Ты готов со мной эту песню пой? Мама, я танцую, подношу, танцую, папа не ждет дома. Я уже пьяна, мама, я танцую, подношу, танцую, папа не ждет дома. Я уже пьяна. Поначалу со связанными руками будет архисложно. Организму будет непривычно в стрессовой ситуации, но постепенно он начнет привыкать. Тело станет слушаться, а разум обрабатывать информацию в 3 раза быстрее. Ты начнешь расти, ты начнешь становиться сильнее. И когда ты, наконец, освободишься от пут, сковывающих твое тело и душу, перед самым стартом, перед настоящим рывком, ты полетишь по беговой дорожке, как ветер. И эти злополучные 100 килограмм поднимешь буквально одной рукой. Слушайте, ну это королева сцены, просто как, что тут еще можно подумать? Вон у Стоянова тоже все поехало. Вот, лирика началась. И, конечно же, такой опыт тоже обязательно должен присутствовать в творческом пути абсолютно любого артиста. Не всегда ты будешь на вершине. Часто извне будут прилетать такие испытания, которые нужно преодолевать в срочном порядке. Вот по факту. В эти моменты и начинают работать как раз те самые упомянутые мной скрытые резервы. Это было неожиданно. Для Дианы это первый такой опыт в настоящем взрослом конкурсе. И он ей также необходим, как и успех, как признание, как победы. Вот именно это сегодня требовалось от Дианы. Просто показать, что она к ним готова, к этим испытаниям. Я Дианочку похвалю за эксперимент, за смелость, за то, что в тяжелых условиях она не ударила в грязь лицом. Какая умница! Просто я Дианы такого не ожидал, а? Нет, ожидал, конечно, но не настолько быстро. Слушайте, ну, это новая грань Дианы Анкудиновой. Такая классическая эстрадная поп-певица. И, блин, мне это нравится. Это было круто. От души. Народ, я думаю, вы тоже там зажгли у себя. Ну что, народ, результаты вы наверняка знаете. Диана получила самый низкий балл и откатилась в середину. Ну, на самом деле на 3-е место, но там недалеко. Есть много, что я хочу сказать по этому поводу. Я поясню и логику голосования других участников. Но сперва скажу от себя, что я вовсе не разочарован. Это было не ультра шедеврально, но это было весело, задорно. Диана привнесла в эту песню свое, как всегда. Ну и вообще, чтобы перепеть оригинал, много стараний не нужно было. Чтобы перепеть оригинал, повторюсь, сегодня никакие особые старания были не нужны. Нужны эти старания были для совершенно другого. Для того, чтобы занять первое место и во втором выпуске передачи. Я не считаю эту песню гениальной. Но я уж точно, категорически не считаю Дианина выступление ужасным, худшим. Так может думать только умалишенный, на самом деле. И такие оценки — это бред полный. Последнее место, ну это... У меня нет слов. Засудили ли Диану? Частично да.
С баллами Костюшкина все понятно. Мужик обещал, мужик сделал. Но вот остальные, ну, им явно не нравится оригинальная песня. Я думаю, все дело в этом. И они, к сожалению, в этом отношении не одиноки. В отличие от первого выпуска шоу, где была явная, прям вот ярко выраженная бомба, настоящая, и 8 поменьше, здесь все выступления были более-менее равные с точки зрения приложенных артистами сил. Я совершенно не согласен со словами, произнесенными Марком Тишманом, о том, что оригинальные авторы порвали всю страну, поэтому такого материала, как это у нас обычно бывает, миллионы просмотров, десятки миллионов просмотров. Простите, сотни миллионов просмотров, да, вы не ослышались. Итоговым словом, с моей точки зрения, выступила все-таки принадлежность песен. Та, что была у Дианы, по сравнению с теми, что была у Алисы Мон, например, у Анатолия Цоя, Юлии Паршута, Вячеслава Макарова, ну, не шла ни в какое сравнение как самостоятельное произведение. Интрига все-таки тоже нужна, согласитесь, народ. Не надо переживать, не надо рвать на себе волосы. Остальные участники аналогично находятся в тех же самых условиях. Для них тоже есть неудобные жанры, неудобные песни. А участникам не всегда достается то, что им легко исполнять. И в этом в том числе прелесть данного шоу. Много трудностей, много преград. Тот, кто преодолеет их с наименьшими затратами, кто в этом случае меньше всех ошибется, тот и поднимется наверх. Да и если в первом выпуске у Дианы была, пожалуй, самая лучшая категория, то в этом была самая худшая, с моей точки зрения. Вот самый главный промах сегодня был в том, как мне кажется, что Диана была вынуждена эту песню, по сути, перепевать, просто добавив свой тембр, с минимальными вложениями своих особенностей. Изменений было минимум по сравнению с оригиналом. А мы знаем, что сила Дианы в личных интерпретациях, когда она представляет песни как свои собственные, как новые. Я прекрасно понимаю, что ограничения накладывались еще и на то, из какой категории песни. Диане достался поп, и переделывать его в совершенно другой жанр нельзя. Это понятно, да, но все-таки можно было, как мне кажется, посидеть, поразмыслить, покрутиться как-то, аранжировку, может, доработать, чуть побольше задействовать вокальные данные Дианы. Вот, например, как у Юлии Паршуты в этом выпуске. Номер, который, с моей точки зрения, сегодня был лучшим. Абсолютно простая, затертая песня, до дыр, песня детская, но из нее сделали целую композицию из мюзикла. А Диане пришлось рассчитывать на свои силы. Но получить наивысшие баллы она, я уверен, сегодня вряд ли смогла бы при любых раскладах. Что есть, то есть. Народ, еще совершенно ничего не потеряно. Диана до сих пор на 3-м месте. Борьба продолжается. Это еще, по сути, только начало. Проиграна битва, но не проиграна война. Впереди у Дианы еще целых 7 туров. Более удачные для нее категории, в которых, я уверен, она покажет свой абсолютный максимум. Пример с ограничениями, которые я привел выше, в случае с Дианой как раз должен сработать именно так. Она соберется и выдаст нечто неподражаемое в следующих выпусках. Я уверен. Знаете, вот сейчас, когда я дописываю эту реакцию, я прослушал это выступление Дианы еще несколько раз, и я поймал на себя на мысли, что она мне нравится все больше и больше. Диана неподражаема. Вот, казалось бы, даже внешне ты думаешь, что песня вроде бы не шедевр, да? Нет, исполнение прекрасно, но вот сама песня не шедевр. И казалось бы, она как бы тебя впечатлила, но ничего прям такого сверх особого на тебя не произвела впечатление. Но вот это влияние Дианы, вот это вот, я не знаю, какое оно душевное, ментальное, вот эти вот связи, по которым бегает
энергия та самая между нами, между Дианой и зрителями, ее поклонниками. Эта энергия, она начала проникать вот как-то незримо совершенно для нас. Она проникла туда, вот у меня в сердце, и сейчас там начинает аккумулироваться все больше, больше, расширяясь. И теперь я уже могу точно сказать, мне эта песня вообще зашла по кайфу. Прям полностью. Реально я кайфую сейчас от этой песни. Я буду ее переслушивать, наверное, целую неделю, сотни раз. Дианка по-другому не может. Дианка просто прелесть. Народ, это круто. Видите, какое у меня настроение? Посыл-то, получается, дошел все-таки. Дианочка, у тебя все получилось. Как минимум одного человека ты осчастливила по-настоящему. За что тебе огромное спасибо. Ну а на сегодня все, народ. Переходите на официальный канал Дианы, оставляйте там комментарии, набирайте ей просмотров, подписывайтесь, конечно же, на этот канал, присоединяйтесь к сообществу Дианомании ВКонтакте, делайте все, что нужно. Не мне же, как говорится, вас учить. Ну и ждем следующую неделю и того, что Диана вернет себе законное первое место. Я в этом не сомневаюсь. Все, пока, народ. До встречи.